Что делать, если скрипит ламинат? За голову хвататься, ругаться и паниковать не стоит. А что тогда? Сейчас все расскажу. Только уложил ламинат, и он уже заскрипел, засопел и запел. А если не только? А если год назад? А если 5? Неприятно в любом случае. Давайте разберемся с причинами, поставим диагноз и распишем лечение. И меры профилактики обозначим. Самые распространенные причины скрипа – изменение влажности и температуры в комнате. Ошибки в укладке или неверный выбор подложки. На скрип также могут влиять несоблюдение технологии монтажа, такое как отсутствие расширительных швов, которые обязательны для компенсации температурного расширения панелей. Можно плюнуть и привыкнуть к симфонии пола, но мы же не терпилы. Хотим наслаждаться тишиной, а не определять, как в 2 часа ночи муж пошел в сторону холодильника. Если долго не лечить проблему скрипа, усугубите ситуацию. Это не только сократит срок службы покрытия, но и приведет к дополнительным затратам на его ремонт или замену. Оно вам надо. Диагностировать начнем. Итак, влажность помещения. Оптимальный уровень влажности для ламината составляет 40-60%. Перепады влажности могут привести к изменению размеров ламинатных планок, что и создает скрип. Использование гигрометра поможет вам определить текущий уровень влажности. Качество подложки под ламинатом также играет решающую роль. Подложка должна обеспечивать достаточную амортизацию и компенсацию мелких неровностей основания. Если подложка повреждена или уложена неправильно, это может вызвать излишнее трение между досками и скрип. Даже небольшие неровности могут стать причиной того, что скрипит ламинат после укладки, так как планки начинают двигаться при наступании на выпуклые участки. Это в движение и порождает скрип. Помимо этого, необходимо проверить зазор между панелями ламината и стенами. Недостаточные или наоборот чрезмерно большие расширительные швы могут стать причиной деформации покрытия и его скрипа в процессе эксплуатации. Причину установили. Теперь расскажу, как устранить. Первое. Регулировка влажности в помещении. Если уровень влажности воздуха ниже или выше нормы 40-60%, следует использовать увлажнители или осушители воздуха соответственно. Если причина скрипа кроется в повреждениях отдельных панелей ламината, эффективным решением будет их ремонт или замена. Неровности основания могут стать причиной скрипа, поэтому их исправление является ключевым моментом. Применение самовыравнивающих смесей или фанеры поможет создать ровную основу для ламината. Если проблема связана с подложкой, возможно, потребуется ее замена или дополнение. Профилактические меры предотвращения скрипа. Ламинат покупайте качественный, не у цыган на базаре. Он должен соответствовать уровню предполагаемой нагрузки в помещении и условиям эксплуатации. Правильная укладка – еще одно условие долговечности ламината. Обеспечение оптимального микроклимата в помещении – обязательное условие для предотвращения деформации ламината. Используйте для мытья пола специальные средства, предназначенные для ухода за ламинатом, и старайтесь избегать обильного намокания. Вот так просто о сложном, друзья. Как вы устраняли скрип? Или у вас не скрипит? Пишите в комментариях, а видео делитесь с друзьями. Пусть подстелят соломку. Дальше больше, друзья. Пока.